Yaşamasaydım çok sevinecektin değil mi Cihan? Hastalığı varken ölümü göze alıp sana böbreğini vermeye kalktı. Ali olmasaydı belki ikiniz de yoktunuz şu an. Ali sana böbreğini verdi. Oğlumun babasısın, tabii ki verdim. Ne olur oğlumuzu paramparça etmeyelim lütfen. Geçip karşısına senin baban aslında ölmedi, yaşıyor dediğimizde o çocuk ne hissedecek? Çok korkuyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Баран теряет сознание и падает, пытаясь дойти до аллеи. Затем его везут на кровать, а когда он приходит в себя, он требует, чтобы Алия привела к нему Денис. Когда Алия говорит «нет» и он спрашивает «почему», Алия думает, что ты умер. Мы все думали, что ты умер, но Вургун, который хорошо тебя знает, спас тебя. Они объясняют, что ты уже год в вегетативном состоянии. Затем Баран спрашивает Джихана, выполнил ли он его волю. Джихан отвечает: мы поженились, Аля, и Аля теперь моя жена, а я моя. Барану становится плохо, и врач говорит, что он устал, поэтому он всех выгоняет. Когда Садакат злится на Алью и Джихана за то, что они не привели ребенка, Алия говорит: мой сын умер, почему ты не думаешь о моем сыне? Когда Садакат Ханем позже спросила: так почему ты сказала, что замужем, Джихан ответил: я же тебе говорила. Аля сказала: она моя жена. Аля ответила: мне все равно, что там на бумаге. В душе я жена Джихана, и это проблема нас с Джиханом. Мы поговорим об этом втроем. Нария и Кая сказали Садакат Ханем: мама, мы не имеем права ничего об этом говорить. Давай просто помолчим. Затем Садакат Ханем забеспокоилась о том, что произойдет, если она узнает, что отцом Барана был Экмел, и что именно его она хотела убить. Джихан позвал Ихтияра и Кадира и сказал им, что им не следует слышать, что отцом Барана был Экмел, и что они должны предупредить Вургуна. Нария и Кая успокоили Алью и Джихана, сказав, что они рядом, и пообещали им справиться с этой ситуацией. После того, как Аля пошла навестить Денис, Наря получила известие из больницы о Шахине, и Наря была вне себя от радости. Они с Каей отправились в больницу. Пока Алья Денис спала, Джихан подслушал их разговор. Она сказала: он невиновен в этой истории, но ты тоже сказала то же самое, что сказала ему, и я бы хотел, чтобы ты сказала то же самое. Затем он сообщил ей, что из больницы пришли новости, и попросил разбудить Шахина. Он сказал: поцелуй за меня, Денис, и вышел из палаты. Шахин проснулся и увидел все через дверь кабинета медсестер. Все по очереди окликнули его, подбадривая. Садакта приходит к святилищу, где молилась за Барана, снова молится за своих детей и уходит. Появляется Экмель. Когда они отходят в сторону для личной беседы, Экмель говорит, что вышла бы замуж за Садаката, если бы знала о Баране. Когда Экмель говорит, что Денис ее внук, Садакат хватает его за шиворот, грубо избивает и говорит, чтобы он убирался. Когда Экмель приезжает в больницу к Шахину, сначала Наре, а затем Фидана отказываются его впускать, охрана выводит его, прежде чем он успевает ее увидеть. Когда Надим встречает Экмель, они обмениваются угрозами, обещая заблокировать его штраф. Экмель угрожает Надиму чем-то, чтобы надавить на него, угрожая оставить Демира в покое, иначе он ускорит события, и Надим уходит. Нари рассказывает Алие о своих страхах. Алия говорит: не волнуйся, я с тобой. Нари поворачивается к ней и говорит: мне так жаль, твоя ноша тяжелее моей. Она обнимает его. Когда Садака приезжает в особняк, она видит подавленное настроение Джихана и спрашивает, что случилось. Но когда Садакат уходит, не ответив, она рассказывает, что они столкнулись с Экмелем, водителем. Когда Джихан спрашивает, что случилось: мама, почему ты идешь одна? Садакат отвечает, что Экмелю не нужна компания. Она по-прежнему не краснеет. А когда она говорит: Джихан, мой внук, моя кровь, моральный дух Алии серьезно подрывается. Выходит врач Барана, говорит ему, что все в порядке и он может есть, и уходит. Баран приходит в себя и спрашивает Вургуна, не болгары ли пытались его убить. Джихан подслушивает и спрашивает, что случилось.
Вургун говорит, те, кто помогал нам во время побега, обнаружили, что денег, которые мы дали, недостаточно и доставили нам неприятности, но позже я с этим разобрался. Баран говорит, это не они хотели тебя убить. Садакат Ханем принесла Барану любимый суп, но когда Баран сказал, я хочу поесть с тобой, Садакат Ханем ответила, хорошая идея. Давай поедим всей семьей, как в старые добрые времена. Джихан сказал, раз мы не рассказали Джихану о тебе, ему пока не стоит тебя видеть. Я отведу его на кухню. Баран сказал, что очень хотел его увидеть и очень по нему скучал. Затем Джихан пошел ужинать. Ты можешь видеть Джихана через окно в его комнате, и он тебя не увидит, сказал он. Я расскажу об этом Алие. Услышав это, Али рассердилась на Джихана и спросила, как ты мог решить это сам. Затем, когда она уходит, чтобы поговорить и объяснить, чтобы подготовить Денис к этому, Джихан говорит, Аля, у меня не было другого выбора. Аля в панике сажает Джихана на кровать спиной, пытаясь скрыть от Денис. Затем она подходит к Барану и предупреждает его, пожалуйста, не позволяй ему тебя видеть и слышать. Баран говорит, наверное, я его отец. Затем она поворачивается к Садакат и спрашивает, мой сын здесь, мама? Садакат отвечает, конечно, мама там, в комнате отца. Затем Баран смотрит на Денис через окно, и его переполняют эмоции. Когда Денис говорит ей, что хочет показать рисунок ее отцу, Пакизи утешает его, говоря, покажем позже. Услышав, как Денис говорит, приходи сегодня вечером, я так по нему скучаю, Баран поворачивается к Джихану и спрашивает, он называет тебя папой. Джихан говорит, ты же просил меня это сделать, позаботиться о них. Садакат Ханем тоже сказала, ты же просил меня. Когда она пытается спуститься вниз, ее равновесие шатается, и Джихан ей помогает. Спустившись вниз, Баран спрашивает Алью, где твоя комната? Алия не может ответить. Джихан отвечает, в моей комнате, Баран жил в моей. Затем Алия подходит к Джихану. Все уходят, но Джихан и Аки стоят, их глаза полны слез. Зелен рада услышать от своего брата Шахина, что утром его отведут в палату. Приходит Экмель и спрашивает, моего сына отведут в палату. Фидан Ханем нападает на него и кусает за руку. Экмель пытается ударить Фидан, но Зерин выскакивает перед ней и получает пощечину. Демир подбегает к Зерин, и Экмель говорит ей, чтобы она забрала жену и ушла. Фидан выгоняет их обоих и запирает дверь. Когда Зерин приходит спросить, все ли с ней в порядке, моя дочь, Зерин, плачет, давай заберем моего брата и Наре, уйдем отсюда. Я больше не могу выносить то, что мы переживаем. Фидан расстроена и говорит, пойдем, но это слишком тяжело. Пока Баран ест, Садакат в восторге. Тем временем приходят Джихан и Аля садится подальше от Барана. Садакат говорит, там Джихан. Джихан говорит, без проблем, я все равно сяду рядом с Бараном, давно не виделись. Он садится рядом с братом. Баран говорит, приятного аппетита, так приятно снова видеть тебя за нашим столом. Баран спрашивает Алю, ела ли она еду Денис, а затем спрашивает, все еще ли ей нравится сливочный томатный суп. Аля отвечает, что все еще нравится. Когда Баран спрашивает, когда ты собираешься сказать моему сыну, что я жива, Аля отвечает, сначала поговорим, а потом я поговорю с Денис. Баран хочет поговорить прямо сейчас. Садакат говорит, если хочешь поговорить, давай поговорим, пока все здесь. Аля говорит, нет, это касается только нас, тебе не обязательно там быть. Нария и Кая встают, чтобы уйти. Садакат сопротивляется. Но когда Али говорит, нет, никто не будет разговаривать, если ты не уйдешь, она уходит, приняв стойку. Когда Баран говорит, сначала я поговорю с Альей, Алья просит, пожалуйста, Джихан, остаться здесь тоже. Это касается и Джихана, я хочу, чтобы Джихан тоже был здесь. Аля злится, раз ты готов, я начну. Зачем ты все это от меня скрывал? Как ты мог придумать такой план для меня? Если бы ты хоть немного любил меня, ты бы думал обо мне. Ты ничего мне не сказал, как о своей жене. Аля плачет, ты послал меня в ад с чужим телом.
Баран извиняется, но Алия говорит: женщина, которую ты бросил год назад, исчезла. Она больше не я. Это было очень тяжело, совсем нелегко, но в конце концов знаешь, что случилось? Я стала женой Джихана. Я люблю Джихана, говорит она. Баран чувствует себя плохо из-за того, что слышит. Когда Алия говорит ему, что хочет поговорить с Джиханом, Алия уходит. Каянария и Садакат понимают, что она ждет от него каких-то слов, и она говорит Барану: я же говорила, что люблю Джихана, и уходит в свою комнату. Садакат говорит: молодец, ты собираешься настроить братьев друг против друга. Когда Джихан и Баран сидят у огня на террасе, Баран спрашивает Джихана: ты тоже любишь Алью? Он говорит: хотя я ненавижу завещание, которое ты мне оставил, я люблю Алью. Баран говорит: когда ты сказал, что любишь Мирьем и не можешь любить никого другого, я ошибался. Я люблю Алью. Баран говорит: так же, как ты разлюбил Мирьем, ты можешь разлюбить Алью однажды. Баран спрашивает: вы когда-нибудь были вместе? Когда Джихан говорит нет, Баран отвечает: ты не мог, потому что она жена твоего брата. Джихан отвечает: я все равно буду любить ее, прикасаюсь я к ней или нет. Затем Джихан спрашивает: почему ты попросил Вургуна спрятать тебя, оставь это в стороне. Баран отвечает: я испугался. Затем Джихан спрашивает Барана: почему мы так много пережили? Если бы ты не скрывал, ничего бы этого не случилось. Эта девушка, несмотря на все, что она пережила, говорит, что любит меня. Я ее не брошу. Но я продолжу защищать тебя. Если понадобится, я заберу Алю и Денис и перееду в другой особняк. Ты можешь жить здесь, но я буду защищать тебя ценой своей жизни. Он просит его не торопить Денис, говоря, что Денис очень чувствительный и особенный ребенок. Когда Садака Ханем приходит к нему и спрашивает, что случилось, Джихан объясняет, что они все обсудили, он может жить в этом особняке или уехать за границу. Если он будет жить здесь, я уеду с Алией и Денис. Теперь подождем, пока он решит. Садакат Ханем злится. У Барана случается нервный срыв, и он плачет, мечтая о смерти. Когда он спрашивает, кто это со мной сделал? Кто это сделал? Кто украл мою жизнь? Алия спрашивает, кто это со мной сделал? Кто это сделал? Алия спрашивает, кто это сделал, чтобы украсть мою жизнь? Алия предлагает ему успокоительное. Алия вводит ему успокоительное и выходит из комнаты. Баран приходит в сознание и спрашивает: те, кто пытался меня убить, действительно болгары? Узнав об этом, он предупреждает Вургуна, что никто в моей семье никогда об этом не узнает. Садакат обвиняет Алью и Джихана в ситуации, в которой оказался Баран, и угрожает развестись с Алией. Джихан идет в комнату Алии, запирается там и пытается выплеснуть свой гнев, разбрасывая и ломая вещи. Алия входит в комнату и признается в своем страхе за него. Они говорят о том, что их отношения подвергаются испытанию, но они справятся. Алия предлагает Денис остаться с ней и выходит из комнаты к сыну. Садакат рад его видеть. Аля говорит, что утром возьмет одежду из комнаты Джихана, чтобы пойти на работу. Я тоже заберу свои вещи, чтобы не беспокоить тебя. Джихан говорит: пусть они тебя подождут, как и я тебя жду, и выходит из комнаты. Когда Джихан приходит к Барану и спрашивает о нем, тот отвечает, что еще спит. Джихан зовет Вургуна из комнаты и хочет поговорить. Когда Джихан спрашивает, почему он не сказал ей, что велел ей спрятать его во время аварии, Вургун отмахивается от него, говоря, что не знает, потому что не хочет ничего говорить. Пока Садакат яростно огрызается на всех, Нари получает известие, что Шахина отведут в ее комнату. Нари радостно бежит к мужу, говоря, что Джихан Кая последует за ней. Когда Джихан садится есть, Садакат говорит: мой ответ тот же. Садакат говорит: ты говоришь, что мой ответ тот же, но ты жену вчера вечером в комнату Денис отправил. Джихан отвечает: я ее не посылал, она ушла, но она вернется. Затем он говорит: нам нужно рассказать Барану об Экмеле. Садакат узнает, как ему рассказать, и они беспокоятся, не приставит ли он к его голове пистолет. Баран подслушивает все, что они говорят об Алие и Экмеле.
Вургун ищет барана повсюду, но не может его найти. Баран запрыгивает в одну из машин особняка и уезжает, но его ловит сотрудник, который его не слушает. Затем Вургун подходит к Джиханам и говорит, что не смог найти барана в особняке. Водитель подъезжает и говорит, что сел в машину и уехал, не сказав ни слова. Садакат и Джихан надеются, что он не слышал их разговора. Пока баран в машине, он находит в бардачке пистолет. Аля выходит из комнаты Шахина, объясняет ему, как себя вести, и впускает их внутрь. Шахин говорит: «Я очень расстроен, но, пожалуйста, поймите меня». Аля добавляет: «Мне пришлось пережить очень тяжелое время. Мы поговорим об этом позже». Когда Демир внезапно врывается в комнату, все пытаются его выпроводить, но Демир объясняет, что Экмель также похитил Денис и пытался ее убить. Услышав это, Шахин остается в постели и выходит из больницы, чтобы поговорить с отцом, но его мать, сестра Аля и Нари следуют за ним. Шахин прибывает в особняк, заходит внутрь и забирает пистолет. Когда он вставляет пулю себе в рот и кричит: «Убирайся», выходит Экмель и кричит: «Шахин, сын мой». Шахин говорит: «Не называй меня сыном, я не твой сын, а ты не мой отец». Мужчина пытается остановить его, но Шахин кричит: «Не стреляй мне в голову», и прогоняет его. Шахин говорит: «Как ты мог убить Денис? Что ты за человек? И затем вы бесстыдно возвращаетесь в этот особняк и уходите». Экмель говорит: «Я глава этого племени, кого ты прогоняешь». Шахин возражает: «Либо ты уходишь, либо я тебя застрелю». Баран подходит и говорит: «Он никуда не уйдет». Увидев барана с пистолетом, Алия пытается отобрать его, спрашивая: «Как ты здесь оказался?», но баран отказывается. Эчмель в шоке, увидев барана перед собой. В тот момент, когда баран приставляет пистолет к голове Экмеля, появляется Джихан и пытается его остановить. Эчмель говорит: «Я не знал. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты мой сын». Баран замирает. Шахин и баран не знают, как реагировать на услышанное. Баран спрашивает, правда ли это, и Садакат вынужден подтвердить. Барану становится плохо, и пока Нари забирает Шахина и уходит, Садакат говорит, что никто за пределами этих стен не узнает, что баран жив. Все уходят, оставляя Экмела одного, рыдающего: «Слава Богу, я не убила своего ребенка», а Садакат бормочет: «Ты его спрятала». Баран хочет пойти в гостиную, а не в свою комнату. Когда врач накладывает Шахину швы и уходит, Шахин злится на Нари за то, что она не сказала ему, что баран – мой брат, а Фидан расстроена, говоря, что ей всегда тяжело. Зеррин, глубоко обеспокоенная происходящим, выходит из комнаты в слезах. Кая подходит к ней, обнимает и пытается успокоить. Зеррин видит Ипек и отстраняется. Баран, разгневанный тем, что узнал, рассказывает Садакату всю правду, утверждая, что отцом является Азим, которого она считает своим отцом. Баран говорит: «Потому что я сын Экмеля, ты воспитал меня не так, как Джихан. Ты украл мою жизнь. Я хочу все вернуть». Когда Джихан говорит: «Аля, моя жена, Денис, мой сын. Я их не брошу, и никто не сможет их у меня отнять», все замирают. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.